Друзья рыбаки, всех приветствую на нашем канале. В этом видео мы попробуем решить еще один рыболовный спор, который звучит так. А какие же крючки лучше? С колечком или с лопаткой? На такое видео меня сподвигли частые комментарии с негативными высказываниями в сторону крючков с лопаткой. Дело в том, что в моем рыболовном арсенале, наверное, 80% крючков с лопаткой, и с ними никогда никаких проблем не было. И поэтому меня всегда удивляло, почему же столько рыбаков так не любят крючки с лопаткой. И вот, прочитав несколько интересных статей на эту тему, примерно все стало ясно. Дело в том, что еще очень давно при Советском Союзе крючки с лопаткой были такого качества, что под нагрузкой либо леска слетала с лопатки, либо вообще резалась об нее, и трофей уходил вместе с крючком. Естественно, все рыбаки стремились покупать только крючки с колечком, ну, если более правильно говорить, с ушком. И вот с тех пор негативное отношение к лопатке, наверное, начало передаваться из поколения в поколение. Но сейчас совсем все по-другому. Другое производство, другие технологии. Если внимательно проследить, то можно заметить, что слишком крупных крючков с лопаткой не бывает. А связано это с тем, что как раз таки лопатка предназначена для сверхтонких лесок. Гораздо меньше шансов, что тонкую леску порежет современный крючок с лопаткой, чем крючок с ушком. Дело в том, что каждое ушко имеет край, который, как правило, не очень хорошо обработан, и как раз таки вот об этот острый край режутся тонкие лески. А с лопаткой сейчас таких проблем нет, и поэтому на такие крючки можно вязать абсолютно любые лески. И, кстати, спортсмены чаще всего выбирают как раз таки крючки с лопаткой, потому как в большинстве случаев на соревнованиях они используют сверхтонкие поводковые лески. А тот, кто сейчас говорит, что лопатка режет леску, тот просто неправильно ее привязывает. Какой бы вы ни использовали узел для привязывания крючка с лопаткой, вначале его необходимо максимально затянуть на цевье крючка и только потом, уже в затянутом готовом виде, пододвинуть его к лопатке и упереть в нее. Ни в коем случае нельзя затягивать узел прямо на лопатке, это гарантирует обрыв лески. Но если все делать правильно, то в вашем арсенале непременно появятся любимые модели крючков с лопаткой. А еще в защиту крючкам с лопаткой можно сказать, что лопатка более компактна, чем ушко. И поэтому крючок с лопаткой будет легче, чем такой же самый крючок с ушком. Конечно, для крупных крючков это никакого значения не имеет, но для мелких крючков с тонкими лесками это очень важный параметр. Но, конечно, есть определенные ограничения, из-за которых крючок с лопаткой, к сожалению, не всегда можно использовать. Ну вот такие узлы, как Palomar и подобные узлы, где конец лески обязательно должен вставляться в ушко, для привязывания такого крючка не подойдут. Для того, чтобы привязывать крючок с лопаткой, надо уметь вязать определенные узлы. Хотя вот стандартный рыболовный узел для привязывания крючков, где к цевью крючка прикладывается петля и делается 5-6 оборотов, затем конец лески вставляется в эту петельку и затягивается. Это вот отличный универсальный узел, я пользуюсь им в 99% случаев. Этим узлом можно вязать и крючки с ушком, и крючки с лопаткой, в общем, любые крючки. Поэтому это, в принципе, небольшая проблема. А вот где действительно крючок с лопаткой не подойдет, это карповые монтажи. А именно монтаж с волосяной оснасткой. Почему все крючки для карпа сделаны именно с ушком? Потому как без ушка нам просто не связать волосяной монтаж для того, чтобы ловить карпа там, на бойлы или на какие-то другие насадки, которые одеваются на волос. Да и в принципе других ограничений больше нету. Поэтому вот такие у меня наблюдения по этому поводу. Не бойтесь крючков с лопаткой, можете смело их использовать. Просто правильно их привязывайте, и будет вам счастье. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Заходите на наш инстаграм, там очень много интересных фотографий из жизни нашего канала. Всем пока, до новых встреч. Україна була, є і буде.